Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Несколько дней назад вся общественность России была шокирована чрезвычайным событием, которое произошло в семье известного певца Филиппа Киркорова. В одной из элитных гимназий города Москвы у Филиппа Бедросовича возник серьезный конфликт с преподавателем физкультуры, бывшим участником СВО, мастером спорта по боксу Степаном Фонаревым. В элитной гимназии обучался сын Филиппа Киркорова Мартин. Он пожаловался отцу на учителя физкультуры, и Филипп Бедросович решил прийти в гимназию и выяснить отношения с преподавателем. По словам сына Филиппа Бедросовича Киркорова, учитель физкультуры очень строго относился к ученикам и требовал постоянной дисциплины, что очень не нравилось избалованному сыну Филиппа Бедросовича. Однако при посещении школы Филипп Бедросович потерпел полное фиаско. Он попытался уволить преподавателя физкультуры, однако в итоге на место поставили самого Филиппа Бедросовича. Преподаватель физкультуры не стал слушать оскорблений артиста, а просто выгнал Филиппа Киркорова из спортзала и напоследок дал ему леща. Как казалось, в этой истории поставлена точка. Филипп Бедросович больше не стал выяснять отношения и покинул учебное заведение. Однако, по всей вероятности, самолюбие известного артиста было сильно задето, так как конфликт с преподавателем физкультуры прошел на глазах учеников класса, где учится его сын Мартин. Как стало известно, на следующий день после происшествия Филипп Киркоров вновь связался с администрацией гимназии и потребовал публичного извинения от преподавателя физкультуры Степана Фонарева за свой поступок. Однако 35-летний мужчина, принципиальный учитель, бывший участник СВО, заявил, что он полностью прав в этой ситуации и отказался приносить извинения Филиппу Киркорову. Однако сегодня утром в Московской гимназии произошло чрезвычайное событие, которое кардинальным образом изменило ход всего дела. Сегодня в утренние часы в Московской гимназии появились 4 мужчин спортивного вида. Они попросили разрешения переговорить с преподавателем физкультуры Степаном Фонаревым о аренде спортивного зала. Мужчины выглядели вполне адекватно и не скрывали свои лица. По словам директора гимназии, у Степана Фонарева было несколько свободных часов между занятиями, и администрация школы долгое время не искала Степана Фонарева. Через какое-то время охранника школы привлекла открытая дверь в цокольное помещение, где находился тир школы. Спустившись вниз, охранник школы обнаружил странную находку – тело преподавателя физкультуры Степана Фонарева. По данным следствия, смерть наступила около часа назад. Сотрудники полиции утверждают, что смерть наступила в результате удушения. Мужчины, которые появлялись в школе, были объявлены в розыск, пока никаких результатов поиска не появилось. По словам директора гимназии, Степан Фонарев был незаменимым мужчиной в школе. Он работал преподавателем технологии, ОБЖ и физкультуры. Сотрудники полиции пока не могут дать точной картины трагедии. Ведется розыск преступников. Стало известно, что и Филипп Бедросович Киркоров также окажется в полиции. Кто он будет, обвиняемый или свидетель, пока неизвестно. Филиппа Бедросовича вызовут в полицию по той причине, что у него возник конфликт с преподавателем физкультуры. Точное имя главного виновника преступления будет известно лишь тогда, когда будут задержаны те мужчины, которые появились в школе для разговора со Степаном Фонаревым. Ну и очень приятная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Известная советская и российская актриса Наталья Варлей стала бабушкой в 6-й раз. У актрисы есть сын Александр, который и подарил Наталье Варлей 6-го внука.
Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.